Привет, друзья! Меня зовут Геннадий, и я профессиональный декоратор. И в этом видео мы будем наносить декоративную фактурную штукатурку техники марморизата. Мы будем наносить штукатурку темного модного цвета. Также у нас там будут такие отсылки к мрамору, мраморные прожилочки. И также мы там накрутим всего типа перламутр, чуть-чуть бронзы. В общем, будет интересно. Мне кажется, такое сильное нанесение. Многие наверняка так или иначе сталкивались с этим нанесением в интернете. И сегодня я разберу по полочкам, как же, собственно говоря, такую технику реализовать. Без лишних слов приступаем к мастер-классу. Будем посмотреть. Погнали! Марморизатор. Итак, друзья, для сегодняшнего мастер-класса мы используем материалы Tiziana Deluxe. Для подложечки нам понадобится Marmo Fondo. В качестве основной фактуры Travertino Naturale мы будем использовать. Дальше у нас идет Perla di Roma, это как черный металлик такой, который мы будем покрывать штукатурку. Дальше у нас идет Illusion, это у нас бронзовый хамелеон. И сверху у нас еще идет Effetto di Perla, это наша серебришка, она же жемчуг. Вот такие инструменты нам понадобятся. Это кисточка кельма, губка вискозная, валик обычно, вот такая вот щетка. Конечно же, как всегда, нам понадобится япончик и пульверизатор, так как мы будем еще смачивать штукатурку водичкой. Можно приступать к нанесению. Ну что ж, проверяем камеру и можно наносить наш грунт. Marmo Fondo берем обычный валик и наносим грунт в один слой. В данном случае у нас не кварцевый грунт, а грунт на мраморной крошке. Он чуть более качественный, чуть менее удобно его раскатывать, но тем не менее это не составляет никаких проблем. Так как у нас подложка, точнее не подложка, а наш образец сам по себе очень гладкий, поэтому нам необходимо создать хорошую адгезию для нанесения нашего материала. Ну вот, после того как пару часов грунт высох, наш мраморный грунт, мы уже можем наносить Travertino Naturale. Это штукатурка на известковой основе, на натуральной основе. Она очень классно подходит именно для техники марморизата. Все, что нам нужно в начале, это просто нанести ровный слой нашего травертина на весь образец. Ну или в вашем случае на всю стену. После того, как мы перетянем всю стену, настанет уже самый интересный момент, когда мы будем формировать наш рисунок марморизата. Я делаю вот эту укладку не совсем на сдир, то есть я прижимаю кельму, но не до конца. В принципе, у меня такой сдир с небольшим перерасходом, просто ровный слой. Вот, после того, как мы нанесли ровный слой, можно брать щетку и с помощью щетки уже формировать наш рисунок, собственно говоря, который и делает нашу фактуру в стиле марморизата. Вот такой характерный рисунок. Для того, чтобы его создать, нужно просто прижимать щетку, полностью продавливая наш травертин еще сырой. И при этом, когда вы продавливаете, я слегка по придавленной щетке двигаю как бы внутри травертина ее. Таким образом у нас получаются вот такие мини-мини продиры, которые я формирую уже в такие мраморные крупные узоры. Естественно, как и на образце, так и на стене эти узоры должны быть диагональные и немножко варьироваться. То есть они немножко должны быть волнообразные, каждый узор не должен повторяться. Ну и желательно, конечно, чтобы каждая вот такая вот прожилка в стиле марморизата, чтобы она меняла свою ширину от совсем широкой до более тонкой, тогда эта фактура будет смотреться наиболее интересно. После того, как фактура постояла примерно 15 минут после продиров, я смачиваю все из пульверизатора. Это очень важное действие, иначе у вас будут подрывы. Когда мы смачиваем такую поверхность из пулика обычной водой, после чего мы можем уже слегка приглаживать ее. Частично наши прожилочки забиваются, но при этом фактура становится более гладенькой. Ну, друзья, очень важно именно пуликом пройтись, увлажнить поверхность.
После чего вы можете взять, допустим, палочки от суши, но в данном случае я взял кисточку и просто обратной ее стороной я процарапываю, опять же, характерные для мрамора прожилки. Понятно, что это у нас не идеальная имитация мрамора, да, что это просто такая современная стилизация, фактурная штукатурка в стиле марморизата. Понятно, это не натуральный камень, бла-бла-бла. Но тем не менее, с такими прожилками она смотрится наиболее интересно. Я насыщаю даже образец достаточно густо, но вам стоит понимать, что если вы работаете на стене, не обязательно вам супер кучу прожилок таких рисовать, да, то есть они должны быть какие-то акцентные. После того, как я процарапал вот эти прожилки, все-таки решил добавить еще рисунок щетки, так как в начале кельмы я его слишком сильно перекрыл. Мне показалось, такого рисунка недостаточно, и соответственно я его добавил. Чуть увлажнил и уже сгладил япончиком, так как япончиком можно контролировать усилия гораздо удобнее, чем кельмой. В принципе, я могу аккуратно все сгладить, не передавив, иначе когда я передавливаю, весь рисунок у меня смазывается и выравнивается, что нам категорически запрещено. Вот так наша фактура выглядит уже вблизи в сыром виде. Ждем высыхания 4 часа и продолжаем работу с ней. После того, как фактура полностью высохла, нам нужно слегка ее отштурить. В данном случае у меня просто 180 наждачная бумага, и я так слегка по ней прошелся, чтобы отвалилось все, что и так в принципе должно отвалиться. После чего у нас идет этап покраски нашей фактуры. Мы наносим черный металлик, материал уже заколированный в базе своей, то есть он вот в таком цвете и продается, и это очень удобно, потому что в принципе не нужно нам ничего колировать. Просто открыли банку и наносим. Наношу я широкой густой кистью и также убираю все излишки губкой. Почему я здесь работаю с губкой? Ну, потому что мне это помогает, во-первых, забить нашу краску декоративную во все низины, а это очень важно. И плюс я более равномерным слоем это кладу и избегаю от того, что у меня остается от кисточки ворс, Естественно, ворса не должно быть. Оставляем фактуру на 2 часа, она полностью высыхает, и проходимся точно так же вторым слоем, только можно уже без губки. Только, друзья, очень важно заметить, что все-таки здесь, когда я выкрашиваю, я возвращаюсь к предыдущему участку и все сглаживаю, чтобы у меня не было следов от кисти. Это очень важно. Опять же оставляю на 2 часа, все полностью высыхает, и пришло время сделать финишные штрихи. Я беру кисточкой и наношу на вискозную губку, не на сухую губку, а на увлажненную. Так будет легче работать. Уже нашу бронзу хамелеоновую. Наношу я ее сразу же в стиле марморизата прожилок. Опять же повторюсь, наверняка вы видели такие образцы и стены в интернете. Это очень такая популярная техника, но в принципе мало кто ее пока разбирал тщательно. Только какие-то итальянцы. Ну что, друзья, в общем-то, тут есть такой нюанс, что вот эти все прожилки, их нужно растушевать, то есть, чтобы они не смотрелись грубо. Чтобы вам было легче работать, в принципе, сам материал, саму вот эту бронзу и последующее серебро, оно же жемчуг, можно разбавить на 10-15% водичкой, тогда оно будет более податливое. И важно, что лучше все-таки использовать 2 губки. Одну прям влажную, чтобы держать ее рядом с ведром с водой, чтобы вот это все дело размывать, потому что как мы только нанесли, нам нужно вот эти прожилки растушевать, иначе если мы их оставим вот такие вот сильно заполненные нашим жемчугом или бронзой хамелеоновой, то это будет смотреться не айс. То есть наносим материалом и тут же влажной губкой их растушевываем с обоих сторон, таким образом, чтобы они вливались в общий мраморный рисунок. Вот такие, друзья, секретики я вам сегодня поведал. Мне кажется, что техника очень интересная. Осталось только посмотреть на нее при снятом скотче и хорошем освещении.
что ж, друзья, вот такая фактурная штукатурочка в стиле марморизата у нас получилась. Насколько хорошо она получилась, как всегда, решать вам. Если вам понравился мой мастер-класс, поддержите меня лайком и поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Также вы можете зайти в описание к видео, и там вы увидите много интересных и полезных ссылок. Увидимся с вами в следующем ролике. Все, пока. Пока.